Всем привет! Сегодня вот про такой датчик, который, возможно, у многих уже завалялся или где-то валяется. В общем-то, я тоже начинал все вот примерно с такого, с радиосигнализации. И сейчас, в общем-то, пришла мысль, что, как говорится, из говна и палок хочу завести этот датчик, который, в принципе, работает на радиоканале, завести через ESP Home в Home Assistant. В общем-то, все оказалось намного проще и легче, чем, в принципе, может показаться. Так, за основу взял идею Алекс, «Умный дом», который канал на YouTube. Но у него на сайте говорится о том, что надо подключить к выходу диода. Но что-то меня смутило, потому что на диоде, когда диод у меня мигает, там где-то получается 7 вольт. Вот, что, в принципе, для входа на ESP многовато. Так, ну сейчас разберу и покажу, как это все выглядит и получается. Вот что внутри мы имеем. Вот это так называемый датчик. Ну, это, в общем-то, емкость, где это измеряется светопропускаемость. То есть, видимо, стоит датчик, емкость и стоит какой-то приемник, и вот он просто сравнивает. Резистор или что это, я не знаю, регулирует, видимо, чувствительность. Так, как я поступил? Вот. Алекс подсказывал, что где-то вот на этих ножках надо было ловить и к ним подсоединяться. Ну, давайте сейчас прям по ходу будем пробовать. Так, вот он замигал. В общем-то, полазив, то есть это, в принципе, достаточно уже много таких проектов. Вот. И внимательно почитав характеристики ESP8266, значит, на вход можно подавать до 3.3 input, да, то есть можно в платформе GPIO использовать input, вот, но для этого надо, чтобы входной сигнал был 2,5. Короче, почитав все это дело, просто стал тыкать мультиметром и искать, где 2,5. Видно? Видно. Так, смотрим. Сейчас покажу. Значит, вот это светодиод. Есть у меня электронная сигарета. Это земля, это плюс. В общем, здесь при любом раскладе оказалось каких-то... Не понимаю, почему здесь так. В общем-то, я не стал. То есть, я пошел дальше. Вот эта пищалка, да, соответственно, она пищит, и, в общем-то, напряжение там должно быть. Оставалось только измерить... Оставалось измерить, какое напряжение. То есть, вот она в состоянии покоя у нас 0. Ну вот я вижу, она замигала, то есть это говорит о том, что сработало. Сейчас, значит, быстренько померяем. Вот у нас состояние покоя. Не успел, да? Ну вот она показывает сейчас. Ну вот мы видели 2,5, и это как раз будет достаточно для того, чтобы подавать на ESP8266. Коммутация ground. Ground подсоединяю к граунду этой платы. И вот этот вот плюс пищалки вывожу на D1. Вот. А дальше сейчас тогда в ESP Home покажу, как это все работает. Ну вот это то, что ESP, конфигурация в ESP Home. То есть вот эта верхушка, шапка, это, в общем-то, стандартная при создании нового проекта. То есть имя, вот она, выбирается плата Node MCU. Все, и вот он, в принципе, простой код. Бинарный сенсор, платформа GPIO,
пин, который, и, в общем-то, мод для пина, input. Единственное, тут пришлось немножечко с фильтром. Вот, фильтр delayed off 2 секунды, то есть это говорит о том, что значит выключить и перевести бинарный сенсор в выключенное состояние после того, как состояние выключено будет 2 секунды. Дело в том, что если без фильтра, то бинарный сенсор, вот этот Home Assistant, дергался, то есть прям буквально там по каким-то сотым включено-выключено, включено-выключено. То есть это вот именно из-за того, как вот падало там напряжение, на input должно приходить, если не ошибаюсь, вообще около 2,5 вольт. Вот, соответственно, когда вот мы на видео я показывал, там прыгало чуть-чуть 1,80, потом 2,30, 1,80, 2,30, и вот и также по полсекунды дергался бинарный сенсор в Home Assistant. Пришлось немножечко применить этот фильтр, когда вот как раз на input ничего не приходит в течение 2 секунд. Ну и вот он, этот сенсор уже бинарный, заведен в Home Assistant. Значит, вот конкретно сейчас он показывает, нет дыма. То есть можно историю посмотреть. Вот я сейчас перед тем, как записывать, подышал на него, он включался. И сейчас вот уже на камеру еще раз проделаю это. Ну вот, заморгал. Сейчас он должен включиться. Вот, и, соответственно, вот он включился. Обозначение говорит о том, что дым. Вот. Сейчас я его продую, чтобы он очистился, и он выключится. Все, 2 секунды не поступало на пин ничего, и вот он, значит, выключился. Все, а дальше уже придумаем автоматизации, какие хотим, и оповещения, и выключение напряжения на каких-то розетках, или весь дом можно обесточить, если есть такая возможность. То есть дальше уже все зависит от фантазии, ну и технических возможностей.